Ну, логично, что, наверное, управленцы проектами, проектный менеджер. Такая классическая роль, которая существует. Но вот есть эта роль. Есть people manager, ресурсный менеджер. Может ли он играть роль delivery менеджера? Ну, может, конечно. Архитектор может играть роль на архитектурных проектах. Бизнес-аналитик может играть роль? Может. Senior инженер может, или lead инженер, или chief инженер? Может играть эту роль? Может. Может быть такой человек, который изначально вот совмещает в себя несколько ролей. Да, может. И вот мы решили, что мы сделаем еще и карьерный путь. И вот эта карьера, это компетенция. Это то, что, куда можно человеку расти. А роль отдельно. И то, что они сопоставимы, то, что они как бы называются одинаково, но это по образу проектного менеджмента было. Есть такое понятие процессная диаграмма, то есть вообще как бизнес работает. То есть есть клиент, есть организация или несколько организаций. Между ними есть какие-то товары, информация, которая перекачивается, и где-то происходят документы или деньгооборот. Вот место IT в этом бизнесе, что оно должно делать и почему оно так делает, вот это минимальное знание, которое должно быть у каждого. И я тут не про менеджеров говорю. Мне кажется, что если там senior инженер или middle инженер пишет какой-то компонент, то по-хорошему представлять вообще, где этот компонент живет, это неплохо. Перестанешь ощущать себя как бы маленьким человеком в макрокосмосе, который вообще ничего не знает. Пилим от забора до рассвета, да, неправильно. Если мы пишем маленький класс, но этот маленький класс потом делает транзакции в большом банке, то это уже интереснее писать. А если мы потом увидим, что этот банк выиграл там какой-то конкурс по самому быстрому процессингу, то вот уже и гордость появляется. Но разобраться, как банк работает, надо что-то почитать, наверное, надо у кого-то что-то спросить. Надо ли это делать? Надо. Должен ли это быть уровень вхождения в delivery management? Да. Иначе о чем мне будут говорить с людьми, которые работают в этой сфере и заказывают у нас? Они-то точно знают, как работает банк или медиасфера, или мобайл, или новые технологии, или робототехника. Они-то там живут. А мы почему не должны там жить? Ну, наверное, надо. Можно ли все знать? Нет. Наверное, где-то в какой-то момент ты выбираешь какой-то вектор, потому что всеобъятного невозможно. То есть, либо можно, как jack of all trades, да, ничего не знаю. Чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там. Сложно. Лучше выбрать какое-то направление. Они есть. Есть более-менее сфокусированная индустрия путешествий, есть более-менее сфокусированная индустрия медиа, entertainment. Так? Там все про контент, про презентацию, про информацию, которую потребляет человек. Есть направление финансы, есть направление там, автомотив, есть направление железа, то есть robotics, что-то такое новое. Ну вот какой-то такой вектор. И некоторое продолжительное количество времени, 5-10 лет. То, что дальше мы не знаем, да, но вот это время как бы посвятить себя какому-то вектору. Это швейцарский нож в инженерии, потому что есть большая часть проектного управления, есть не менее важные там, ножнички архитектора, есть очень-очень хорошая канва управленца с людьми, есть микротулс, который называется инженер в том-то, в сём-то, в этом, в данных, в UI, в какой-то технологии. Все это обернуто в хорошо работающий слаженный механизм. При этом его роль наиболее критичная, потому что он стоит на передовой вместе с бизнес-организацией перед клиентом и отвечает за то, что компания делает. С него спрашиваются, но зато у него и ультимативно крутая возможность настроить процесс так, как ему нравится. В условиях, конечно, мы всегда живем в каких-то условиях. Но вот эта возможность сделать что-то с командой малого объема, большого объема, вот это вот привилегия этого человека. И плюс у него есть компетенция все это делать. Вот это delivery manager.